2025 год выдался невероятно щедрым на сенсации. В нем нашлось место и новым гигантским космическим структурам, и обнаружению межзвездных странников в нашей Солнечной системе. Не скажу, что прошлый год был каким-то прорывным в науке, но тут дело в том, что порой результаты можно оценивать только спустя десятилетия, потому что наука не любит спешки и суеты. Так что важность того или иного открытия еще предстоит осознать в будущем. Нынче же уверенно можно сказать, что благодаря этим открытиям мы несколько расширили свои знания о космосе и Вселенной. Ролик получился небольшой, но нам это и не надо. Мы не гоняемся за размерами и не комплексуем по этому поводу. Так что давайте коротко пройдемся по самым ярким научным открытиям прошлого года. Возможно, кто-то услышит о некоторых из них впервые, а возможно, напишет в комментариях свой вариант, который не попал в этот ролик. Самое распиаренное событие началось прошлым летом. Когда в июле ученые поняли, что крошечная точечка на снимках автоматизированной системы наблюдений Атлас — комета, и что прилетела она к нам из межзвездного пространства, стало понятно, что это будет сенсация, и юзать ее будут все, кому не лень. Однако вряд ли кто-то ожидал, что эта сенсация станет настолько нездоровой, и что люди несколько месяцев будут биться в истерике: «К нам летит инопланетный корабль! Будет высадка!» Я намеренно не делал ни одного ролика про эту комету, потому что вокруг нее было столько лишнего, ненужного шума и сплетен, что порой аж подташнивало. Если же отбросить весь, что называется, хайп, то в сухом остатке открытие весьма проходное и мало чем примечательное. Но это мое мнение. Рационально мыслящие люди понимали, что никакого корабля пришельцев ученые не обнаружат, поэтому просто с ленивым интересом наблюдали за новостями. Тем не менее, исследуя комету, что-то новое, безусловно, удалось выяснить. Например, был подробно изучен химический состав этого небесного тела. Астрономы убедились, что оно очень похоже на те хвостатые звезды, которые вращаются вокруг Солнца. В то же время были обнаружены различия между 3I Atlas и двумя предыдущими гостями из космоса, что свидетельствует о том, что они могут образовываться в очень разных условиях. И это важно, поскольку его отличия от комет нашей Солнечной системы могут дать представление о составе других звездных систем. А вот это открытие, пожалуй, самое знаковое прошлого года. На мой взгляд, уж точно. Бетельгейзе – гигантская красная звезда в созвездии Ориона, известная человечеству едва ли не с самого начала истории. Та самая, которая заставила всех ломать голову своим поведением, особенно в последнее десятилетие. Помните, сколько было роликов на тему «Бетельгейзе вспыхнет сверхновой с минуты на минуту»? А сколько комментариев было философских на канале, что она уже взорвалась. И порой действительно складывалось впечатление, что она вот-вот бабахнет. Но все никак не получалось. Теперь загадка Бетельгейзе наконец-то решена. В июле прошлого года ученые подтвердили наличие у нее компаньона, масса которого в 1,5 раза превышает солнечную. Сама Бетельгейзе, напомню, где-то в 700 раз массивнее нашего солнышка. Звезда-спутник расположена настолько близко, что примерно через 10 тысяч лет звезды могут слиться в одно целое. Ну и существование этого компаньона моментально объяснило многолетние изменения яркости Бетельгейзе. Отслеживали это все долго, около 8 лет. Однако только в 2025 году удалось сделать конкретные выводы. Сложность состояла в том, что сама Бетельгейзе крупнее и ярче своего компаньона во много-много раз. Помимо этого, вокруг главной звезды облака пыли, среди которой не так-то просто разглядеть более тусклый и меньший по размерам объект. И еще чуть не забыл. Теперь спутник Бетельгейзе имеет официальное название – Сиварха. Его уже утвердила соответствующая рабочая группа Международного астрономического союза. В марте прошлого года ученые, работающие со спектроскопическим инструментом для поиска темной энергии, опубликовали результаты наблюдений 15 миллионов галактик. Их мы видим во временном диапазоне от нынешних дней до 11 миллионов лет в прошлом.
И результаты этих исследований показывают, что темная энергия не просто существует, а меняется со временем. Стандартная модель Вселенной говорит нам о том, что темная энергия остается постоянной. Стало быть, эти новые данные сильно противоречат ей. Однако не спешите с выводами, до революции еще далеко. Идеи о том, что темная энергия изменяется со временем, высказывались и раньше, да и результаты исследований пока что предварительные и ничего не доказывают. Хорошо то, что теперь ученые обзавелись новым мощным инструментом для пересмотра существующих теорий. В феврале 2025 года появилось сообщение об открытии крупнейшей известной человечеству структуры в космосе. Она получила название Кипу в честь веревочной системы письменности Южной Америки. Такая система представляет собой толстую веревку, к которой привязывается много других, значительно более коротких. Информация при этом кодируется через цвет этих фрагментов, их длину, а также узлы, которые на них завязаны. Открытая космическая структура действительно похожа на Кипу. Она представляет собой ленту, протянувшуюся по крайней мере на 1,3 миллиардов световых лет, на которую будто бы навязаны значительно более короткие ленты. Общая масса ее в 200 квадриллионов раз превышает солнечную. Все это впечатляет, поэтому неудивительно, что достаточно быстро о Кипу начали говорить как о самой большой структуре во всей Вселенной. Хотя это не совсем так. Большая стена Геркулес Северная Корона, про которую мы как-то делали отдельный ролик, протянулась на 10 миллиардов световых лет. Есть еще стена Слоуна и другие. Поэтому утверждение о выдающемся размере Кипу верно, но только наполовину. 800 миллионов световых лет — это та область пространства, в которой успело распространиться солнечное излучение с тех пор, как на Земле возникла многоклеточная жизнь. Так вот, в этом гигантском куске пространства, который содержит в себе миллионы галактик, структуры больше, чем Кипу, не существует. Но в огромной Вселенной за пределами этого пузыря существуют и значительно более масштабные штуки. Другой вопрос, а в какую структуру сплетаются все эти гигантские нити? Вот это еще предстоит выяснить. Пожалуй, самое неоднозначное открытие в области астрономии в прошлом году было сделано в апреле группой астрономов, изучавших экзопланету К2-18b. Саму экзопланету обнаружили еще в 2015 году, и за это время она прошла путь от просто еще одного мира до главного кандидата на наличие внеземной жизни. Краткая хронология событий следующая. В 2019 году в атмосфере К2-18b был обнаружен водяной пар. Это был первый случай, когда воду нашли у экзопланеты в обитаемой зоне. Если помните, тогда заголовки видеороликов пестрили фразами «Найдена Земля 2.0». «На этой планете 99% есть жизнь», ну и так далее. Хотя ученые тогда предупреждали, что это не двойник Земли, а, скорее всего, мир с очень плотной атмосферой. Чуть позже, в 2023 году, телескоп Джеймс Уэбб уловил слабый сигнал молекулы диметилсульфида. На Земле он производится только живыми организмами, преимущественно морским фитопланктоном. А в неживой природе известных способов его образования нам неизвестны. В апреле прошлого года группа астрономов опубликовала свои данные и произвела новый фурор. С помощью инструментов все того же Джеймса Уэбба ученые заявили, что сигнал диметилсульфида стал более отчетливым. Вероятность того, что это не ошибка приборов, оценили в 3 сигма. Это примерно 99,7% уверенности. В дополнение к диметилсульфиду, он же ДМС, в атмосфере обнаружили следы еще одного органического соединения – диметилдисульфида, что еще сильнее укрепило позиции сторонников внеземной жизни. Однако вскоре эйфория сменилась научным скептицизмом. Другие научные группы перепроверили данные и заявили, что сигнал, принятый за ДМС, на самом деле может быть шумом или наложением спектров других газов, таких как метан. А новые климатические модели показали, что температура в верхних слоях атмосферы экзопланеты может достигать 148 градусов по Цельсию. При такой температуре глобальный океан, если он и существует, близок к кипению. А это делает его совсем непригодным для жизни земного типа.
Вместе с тем подтвердилось отсутствие аммиака, что раньше считалось признаком океана, и, возможно, это признак мощных фотохимических реакций, вызванных активностью звезды Красного Карлика. На данный момент К2-18b остается вероятным океаническим миром. Некоторые скептики склоняются к тому, что это вообще мини-Нептун с мощнейшим парниковым эффектом, то есть газовая планета. В общем, сенсация в фитопланктоне в космосе пока что не подтвердилась, но и, прошу обратить внимание, не была полностью опровергнута. Экзопланета остается в центре внимания как пробный камень для методов поиска внеземной жизни. Планирую в этом году сделать большой выпуск про К2-18b, там еще много интересного есть. Есть в созвездии Хамелеона молодая звезда возрастом около 2 миллионов лет. Вокруг этой звезды вращается экзопланета Сити-Ча-Би, которая в 17 раз больше Юпитера, что указывает на то, что она скорее коричневый карлик, а не планета. И находится она на расстоянии 440 астрономических единиц от своего светила. Представьте, что она в 440 раз дальше от звезды, чем наша Земля от Солнца. Объект рассматривали с помощью телескопа Джеймс Уэбб и обнаружили газопылевой диск, который очень похож на протоспутниковый. Пока что никаких спутников не было обнаружено, однако Уэббу удалось просмотреть сам газопылевой диск, в котором как минимум один может формироваться. Потребуется время, чтобы подтвердить данную находку, но стоит помнить, что раньше об открытии экзоспутников ученые уже неоднократно сообщали, и каждый раз эти открытия опровергались. Но тут интерес больше в том, чтобы наблюдать за тем, как экзоспутники могут формироваться. Конечно, это далеко не все интересности, сделанные учеными в 2025 году. Было еще открытие спутника Урана, обнаруженного все тем же космическим телескопом Джеймс Уэбб в феврале прошлого года. Он получил временное обозначение S2025U1. Об этом спутнике мы рассказывали более подробно в отдельном ролике, ссылка вверху сейчас. А месяц спустя, в марте, ученые объявили об открытии 128 новых спутников Сатурна. Все они крохотные, диаметром не более километра, но это не помешало Сатурну возглавить список планет с наибольшим количеством лун. У него теперь их аж 274 штуки. Также в отдельном ролике мы рассказывали и про систему экзопланет Барнарда, которая подтвердила международная группа астрономов в марте прошлого года. Кто не видел, нажимайте на ссылку вверху. Один из миров признан уникальным, а сама система, напомню, расположена по соседству с нашей Солнечной системой. Не менее захватывающим, а для кого-то даже и более, ожидается нынешний, 2026 год. Ближе к концу нынешнего года планируется запуск телескопа Плато от Европейского космического агентства. Обсерватория будет заниматься поисками экзопланет при помощи фотометрического метода. Ее глазами станет модуль из 26 камер, способные при совместной работе давать суммарное поле размером 2,11 гигапикселя, что станет рекордом за всю историю космических миссий. В общем, это настоящий охотник за экзопланетами прямо сейчас снаряжается в путь. На момент создания этого ролика аппарат проходит финальные испытания и тесты. Телескоп будет выведен в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Миссия Плато рассчитана на 4 года, с возможностью ее последующего продления еще на 4 года. Запланировано также кучу марсианских программ, и не будем забывать про Джеймса Уэбба, который наверняка что-то рассмотрит в космическом мраке. Ну а главным событием уже этого года, да и не только, пожалуй, ожидается запуск миссии Артемис-2. 4 астронавтов проведут около 10 дней в космосе, облетят Луну без посадки и вернутся на Землю. Запуск запланирован на февраль-апрель 2026 года. Если все пройдет успешно, то в 2027 году стартует Артемис-3, первая высадка людей на Луну за 55 лет. Далее станция Getaway, регулярные миссии, длительные экспедиции и постепенное, постоянное присутствие. Луна станет тренировочной площадкой для главной цели – Марса.
Также уверен, будут открыты и новые удивительные экзопланеты. Будут очередные громкие заявления а-ля «в атмосфере такой-то планеты обнаружили следы жизни 45-го размера». Будут скандалы, будут новые выдумки псевдоученых, которые придется разоблачать. В общем, скучно точно не будет. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и помните, космос — это интересно.